Так, друзья, начало июня, полеты в Грузию уже запрещены, и мы сейчас на машине отправляемся на границу. Отправляемся мы неспешно в 12 часов дня. Ну, мы, как всегда, уже 8:30. Мы только выбираемся из Краснодара, это наша машинка. Вещей взяли мы с собой по минимуму. Все самое нужное. Это пара ноутбуков, несколько видеокамер. 9 часов мы еще не то что не бронировали, мы еще не знаем, в каком городе мы остановимся. И будем смотреть по ходу. Едем по ночному Краснодару. Освещения практически нигде нет. 11 часов вечера мы приехали в Кропоткин. Это наш номер. У нас тут есть кровать, телевизор, шкаф. Стандартная прихожая. Огромный туалет. Душ, унитаз, раковина. А это я. Проснулись мы сегодня часов в 8 утра и в 9 позавтракать. И сегодня целый день предстоит дорога. Дорога во Владикавказ. Это около 6 часов. Мы планируем туда приехать еще днем. Номер очень понравился, и завтрак был просто отличный. Отель Ной, 1260 рублей. И отличная ночевка. У одного из подсолнечных полей мы остановились. Посмотрим. Поле подсолнухов. И небо, облака. Едем дальше, еще 5 часов нам предстоит ехать. Хотел попробовать что-нибудь местного, локального, какой-нибудь супчик, но я не удержался. 5 рекламных табличек KFC на каждом шагу, и мы опять в KFC. Быстрее, быстрее, уже есть хочется, уже поехали, вот окошко. Здесь зажигай, приятного аппетита. Спасибо. Небольшое ведрышко с крыльями. 200 рострый. Бутерброд я съел, бутерброд отличный, а крылышки оказались очень горячие. Поэтому ведро крылышек с нами поедет дальше. Прикольно, сидишь в машине, а тут за спиной у меня горячие крылышки с KFC. Сейчас доедем в красивое место в какое-нибудь, встанем на поле и там уже пообедаем. Ребята, с ума сойти! Видно уже горы! Теперь я понял, почему Пятигорск называется Пятигорском. Потому что рядом 5 гор, и они реально стоят 5 гор в поле практически. 5 торчков. Это производит неизгладимые впечатления. Ну, в итоге мы нашли хорошее место. Там на улице просто нереальный ветер. Вот даже слышно, как задувает. Мы сидим перед горой и едим. Курочка немного остыла. Ну, в самый раз. Друзья, место очень красивое, место супер, но очень сильный ветер, поэтому я даже не знаю, слышно меня или нет. Вот так вот надо обедать. Вот так. Взял в KFC и приехал сюда. Смотрите, смотрите, вдалеке видны горы. Это Местия, которая находится в Грузии. Если вы хотите видео об этом, ставьте лайки. Я думаю, через пару серий мы туда доберемся. Так, ребята, срочное включение. Мы уже почти подъезжаем к Владикавказу. И мы остановились на дороге, и тут горы. Я первый раз такое вижу. Горы со снежными шапками. Друзья, мы только что прибыли в город Владикавказ и идем в свою гостиницу. Она прямо в центре находится. Друзья, это наш номер во Владикавказе. Огромная двухспальная кровать, кресло, телевизор, холодильник, торшер, небольшой туалет, раковина, унитаз, душ, водитель. В отеле нам посоветовали очень интересный ресторан, но мы в него не пошли. Опять фастфуд. Зато настоящий местный фастфуд. Вот это размер.
Итак, друзья, начало июня, полеты в Грузию уже запрещены, и мы сейчас на машине отправляемся на границу. Отправляемся мы неспешно в 12 часов дня. Есть много теорий, как лучше проходить границу. Очень многие ребята отправляются в 5-6 часов утра. Но мы попробуем другой вариант и расскажем, как у нас получилось или нет, какая была очередь, какая вообще обстановка на границе. Следите. Навигатор показывает, что в Грузии мы уже будем в 14:07. Перед границей дорога вообще отличная. Очень ровная, спокойная, дорога вообще не трясет. Есть немного кафе, опять реклама KFC. Не забудьте заправиться, потому что в Грузии бензин подороже. Мы заправили полный бак на Роснефти. При подъезде надо быть очень внимательным. На дороге прямо стоят коровы. Нет. Хорошо. Для въезда в Грузию на машине обязательно нужна страховка. И страховку можно купить прямо здесь, на границе. Но я вам советую озаботиться этим заранее и оформить страховку через интернет. Это очень просто. При подъезде к границе огромная очередь грузовых машин. Они все стоят в своей правой полосе, и надо немножечко по встречечке их все объехать и встать в свою очередь для легковушек. Вот мы к ней как раз подъезжаем. Мы почти на границе. Остается до нее 600 метров. Машин легковых, примерно штук 20-30. При этом граница закрыта вообще. Вы не поверите, там решили строить дорогу. Отсюда виден асфальтоукладчик. Мы только что проехали российскую границу, на которой простояли около 2 часов. Причем большую часть времени мы стояли уже вот в той зоне, где машины досматривают. И сейчас, проехав по нейтральной полосе, подъезжаем к границе грузинской. Тут небольшая очередь. Что меня поразило, то что вдоль всей нейтральной полосы стоят грузовики, причем стоят в основном в Россию. Только в Россию. При этом некоторые грузовики стоят в ущелье, а некоторые стоят в 2 тоннелях. То есть я это не представляю. Они там едят, спят. И туалета, кстати, нет. Границу мы прошли за 3 часа. Приехали мы в 1:48 и сейчас 4:37. Причем российскую границу мы проходили большую часть времени, а по грузинской буквально, не знаю, полчасика прошло. Если на российской границе там 5 потоков и на каждом свой человек досматривает, то на грузинской всего 1 человек досматривает машины. И проходят они гораздо быстрее. Первые минуты в Грузии! Так, где мы арендовали за 1500 рублей номер?